XIX веке в Глиммербруке открылся пансион воспитанниц леди Агнессы. Его владелица была приветлива и добродушна. Она обучала сироток письму, чтению, счету, науке, иностранным языкам, воспитывая из них будущих гувернанток, чтобы в будущем те могли устроиться в дворянские семьи и обеспечить себе безбедное существование. Леди Агнесса была терпелива. Иной раз приходилось воспитывать детей озорных и непослушных, и без твердости характера тут было не обойтись. А самых проказливых леди Агнесса отправляла на перевоспитание в комнату наказаний, что находилась на чердаке. И там, в высокой башне, они погружались в раздумья над своим поведением. Вообще, посещать чердак воспитанницам не разрешалось. Но самые изворотливые, самые изобретательные и коварные хитрюги все-таки умудрялись туда попадать без позволения хозяйки и обнаруживали там то, что не предназначалось для их глаз. Каждая хулиганка поплатилась за это. А после перевоспитания они наконец научились слушаться приказов хозяйки пансиона и выполняли каждое ее требование, даже если для этого требовалось очнуться от вечного сна. Наверное, именно так думала леди Агнесса о своих воспитанницах. Я приехала в пансион в 1890 году. Мог ли кто предполагать, что, лишившись родителей, я получу от судьбы еще одно трудное испытание? Шаг за шагом я узнавала правду о том, что пансион стоял на месте, где находились врата в мир темных сил. О том, что леди Агнесса жила уже несколько столетий и питалась жизнями других, чтобы продлить свое чудовищное существование. Я видела, как на моих глазах ученицы лишались жизней, а потом возвращались с того света неупокоенными духами. Я хотела покончить с ней, но не смогла. Единственный выход, который я видела – бежать. Бежать из этого места и никогда не возвращаться. Так я и сделала. Случившееся навсегда отпечаталось во мне, умертвив частичку души. И мне давно следовало вылить свои чувства на бумагу. Кто знает, возможно, через много лет я вернусь в тот страшный дом. А может, это сделают мои потомки. И тогда монстр, живущий в его темных коридорах, будет обречен. Дорогой, просыпайся. Уже пора пить чай и отправляться на фабрику. Катрина оказалась вовсе не той, за кого себя выдавала. Когда она внезапно преобразилась и собиралась напасть, Винс понял, пора уносить ноги. Он выбежал из дома в прохладную ночь и сел на велосипед. Ноги без устали крутили педали до самого Винденбурга.
Лишь там, на главной площади, Винс смог наконец выдохнуть. Сам того не ведая, он приехал к городской библиотеке. Как ни странно, библиотека была открыта. Там Винс мог спрятаться за огромными стеллажами с книгами и не думать о том, что Катрина выследит его. Чтобы отвлечься от тяжких мыслей, Винс взял первую попавшуюся книгу, но дорога его слишком вымотала, поэтому, не дочитав и страницы, он уснул. Как говорится, утро вечера мудренее. Утром Винс уже знал, что делать. Он решил отыскать в старых архивных документах какие-либо сведения о той сбежавшей девочке, Элизе Уизерби, чьи дневники он обнаружил в своем доме. Что с ней стало после того, как она убежала из пансиона? Как сложилась ее жизнь? Пожилой библиотекарь сказал, что в подвале находится старинное архивное хранилище. Возможно, там Винсу удастся найти что-то. Винс углубился в исследование. Поначалу поиски никаких результатов не приносили. Винс перебирал одну глиммербрукскую газету за другой. Ему даже попалась любопытная заметка начала 20-го столетия. Власти Глиммербрука скрывают страшную правду. В Глиммербруке всегда происходили необъяснимые события. В средние века здесь был раскрыт культ ведьм, занимавшихся некромантией в угоду темным силам. Ведьмы были преданы огню, но, как говорят местные, их духи мстят жителям до сих пор. Недавно в городе навсегда закрыл свои двери девичий пансион, который открылся в конце 1800-х годов. Но больше неожиданностью стало то, что почти все девочки, обучавшиеся тут, погибли, а хозяйка, леди Агнеса Блэквуд, пропала без вести. Местные считают, что никакой леди Агнесы не существовало вовсе, а пансион был всего лишь прикрытием, где на девочках проводили чудовищные опыты. Есть версия, что именно в этом доме власти Глиммербрука установили контакт с неземной цивилизацией и обменивались с пришельцами жертвами своих гадких экспериментов. Жители заколотили двери и окна страшного особняка, от которого бросает в дрожь. Очевидцы утверждают, что одна из девочек сумела сбежать, однако ее след обрывается на окраине Глиммербрука, и отыскать ее не удалось. Винс подумал, что эта статья может стать зацепкой для дальнейших поисков. Перед глазами проплывали бесконечные заголовки газет начала 20-го столетия. Стоп. Элиза, которую разыскивал Винс, носила фамилию Уизерби. Но эта фамилия у нее могла быть лишь в девичестве, верно? Кто знает, если Элиза выжила, то, повзрослев, вполне могла выйти замуж. Винс решил зарыться в газету еще глубже. Если эта самая Элиза Стюарт владела целой швейной фабрикой, то в газетах наверняка должны быть упоминания или о ней, или о фабрике. В одной из газет говорилось о некой девушке из Глиммербрука, вышедшей замуж за тканевого виртуоза, мистера Стюарта. В статье она упоминалась как Элиза У. Эвергрин-Харбор озарился светом. 1899 год для многих жителей Эвергрин-Харбор запомнится торжеством. Тканевый виртуоз и завидный жених, по которому страдали все незамужние светские дамы, мистер Логан Стюарт, наконец обзавелся семьей. Его избранницей стала 20-летняя Элиза, о которой у общественности нет никаких сведений. Известно лишь то, что когда-то она жила в мистическом Глиммербруке, а теперь околдовала владельца фабрики, шьющей одежду всему Эвергрин-Харбору. Значит, Эвергрин-Харбор. Интересно, существует ли эта самая швейная фабрика сейчас? И кто ею владеет? Привет, дорогие друзья, я Лёша, А я Стас. и мы продолжаем наш челлендж «Заброшенный дом». Да, и сейчас мы вместе с Винсом приехали в Эвергрин-Харбор. Вот куда завела Винса эта история все-таки. Это такой вот грязноватый прибрежный промышленный городок, над которым висит смог. И тут много фабрик, заводов и не очень хорошая экология, судя по всему, вот так. Ну да, экология тут, видимо, хромает. И, между прочим, когда Винс приехал сюда, он сразу начал кашлять от смога, который висит в воздухе. Ну и вообще здесь, посмотри, дорога уже выложена плиткой, и зелень какая-то посажена, значит, здесь был принят какой-то комплекс мер по модернизации района. И, в принципе, этот комплекс мер должен облагородить город. Но, по всей видимости, он еще не завершен до конца, потому что все равно тут дышится трудно, вот этот вот желтый смог висит вокруг.
Ну, все равно делается какая-то работа, чтобы улучшить. А вот и, собственно говоря, здесь вот находится та самая швейная фабрика. Ну да, которой владела Элиза, та девочка, чьи дневники Винс находил в своем доме, и в чью историю мы погружались вместе с вами, сочувствовали ей, переживали вместе с ней те страшные события в пансионе. В итоге она сбежала из пансиона леди Агнесы в конце 1800-х годов. Тогда она еще была маленькой девочкой, но года шли, она повзрослела и, как прочитал Винс в архивном хранилище, вышла замуж за предпринимателя. Ну, вот за как раз-таки владельца вот этой швейной фабрики. А затем, похоже, и сама унаследовала фабрику. Да, в газете была заметка о том, что она, как глава уже фабрики, принимала участие в празднике Дня Матери. И Винс еще перечитывал в библиотеке всякие архивные газеты. И, наконец-то, смог свести концы с концами. И вот нашел вот это вот место, куда надо ехать, в Эвергрин-Харбор. Да, приехал искать сюда фабрику. И местные жители подсказали ему, что фабрика действительно существует. Вот это то самое старое здание, но посмотрите, похоже, она уже заброшена, никто ею не владеет, никто не улучшает здание, не проводит ремонт. Ну, не так уж плохо она выглядит, кстати, я скажу. Видимо, просто люди в таком городе не осмеливаются как следует погулять и попортить старое здание. Ну, и, кстати, куда Винсу-то? Домой, что ли, идти? Там у него, будь здоров, события. Ну да, после всего, что там произошло. Да, и продолжает происходить. Ну что ж, вот, Вин стоит возле дверей этой самой фабрики. Ну что, будем заходить и осматриваться. Да, выглядит она как современный лофт. Мне кажется, там должен быть барчик какой-нибудь. Ну, что-то барчика я не вижу. Ну, может быть, он где-то на другом этаже. Сейчас Винс будет искать. Первым делом барчик, да? Здесь вот есть нора для крысы. Винсу, наверное, надо будет поприветствовать ее. Слушай, Винс теперь почувствует себя как дома. Это же его любимое просто занятие. Последить за крысами, за мышами, преследовать их. Ну, давай осматриваться. Вот, между прочим, уже на стене висит фотография этой фабрики. Ну что ж, она выглядела 100 лет назад примерно так же, как и сейчас. Как и сейчас, только была черно-белой. Здесь вот есть какое-то интересное местечко. Стоит стол робототехника, мольберт, телескоп. Видимо, сюда кто-то приходит, наблюдает, наверное, за звездами. Какая-то романтичная натура, которая, да, любит посмотреть на звезды. Но нас интересует больше, наверное, все-таки другое. Вот посмотрите, это швейная комната. И где было соткано самое страшное платье на свете. Тут до сих пор остались еще манекены в старинных таких нарядах. Очень красивые костюмы, кстати говоря, хочется сказать. Несмотря на то, что они выглядят винтажно и олдскульно, они достаточно так со вкусом сделаны. Мне нравится. Ну, поскольку это швейная фабрика, конечно, здесь жалко, что очень много нитей. Жалко, что такое производство заброшено оказалось, потому что фабрика крупная и, наверное, действительно в какой-то момент она приносила большие-большие такие какие-то деньги, ресурсы для города. А потом пришли глобальные корпорации и все поглотили. Ну что ж, здесь у нас на входе лежат некоторые книги, записки, которые Винсу обязательно нужно прочитать, чтобы понимать вообще, что здесь произошло. Ну и давай как раз вот начнем. Очень интересная книга. Она называется «Выкройка выходного платья». Супер! Мы сейчас научимся чему-нибудь новенькому, я так подозреваю. Да, давай посмотрим. Выкройка выходного платья. Средний расход ткани 2,6 метра, по ширине 140 сантиметров. Также необходимы прокладочный материал около 40 сантиметров, потайная застежка, кромка, текстильная лента по длине талии плюс еще 30-50 сантиметров. Кружева для рукавов, ворота и подола не меньше 2 метров. На деталях кроя наметить мелом внутренние линии. На деталях рукавов по намеченным контурам проложить селки и соединить стороны, заутюжить. Ворот сложить лицевой стороной, совместить по линии рельефа. Шов заутюжить в сторону боковых срезов. Юбку соединить с лифом, к юбке приколоть кромку. Текстильную ленту. Нижний срез юбки обработать швом, подогнуть нижний срез на 1 см, а затем еще на 1,8 см проложить строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба. И вот выходное платье будет готово. Я что-то запутался. Мне надо перечитать эту книгу будет еще раз, потому что
Я не усвоил этот урок, честно говоря. Правда? Да. Ты все запомнил, где что подгибать? Ну а что еще могло быть в швейной фабрике, конечно, как не всякие Книги по тому, как шить платье. книги по тому, да, как шить платье, А или как- там макеты В смысле всякие. что? А здесь же мог быть какой-нибудь личный дневник швеи, которая влюбилась в портного, и потом она описывала свои чувства, как вот он прошел, посмотрел на нее, а она посмотрела на него. Вот посмотри, какие здесь еще висят картины. Возможно, вот этими картинами, вот этими эскизами манекенов в движении эта портниха пыталась запечатлеть своего возлюбленного. Разве нет? Возможно, так и было. Мне кажется, такими историями должна быть наполнена любая швейная фабрика, в том числе и заброшенная. Давай посмотрим, что у нас дальше еще есть. Вот так вот я пофантазировал. О, Посмотри, вот это уже какая-то- что-то поинтересней. Кто-то скончался. Итак, скончался владелец швейной фабрики, 1908 год. Швейная фабрика, наверное, самая любопытная достопримечательность Эвергрин-Харбор, а ее владелец, мистер Стюарт, самая узнаваемая персона города. К сожалению, сегодня стало известно о его скоропостижной кончине. Супруга Элиза Стюарт обнаружила его утром без сознания. Спустя час врачи констатировали смерть. Что могло послужить такой неожиданной смерти, пока не уточняется. Похоже, Элиза Стюарт теперь станет полноправным и единоличным владельцем швейной фабрики. В браке у них родился сын, которому недавно исполнилось 3 года. Логан Стюарт унаследовал швейное дело от своих родителей, прибывших в Эвергрин-Харбор в XIX веке. Он легко управлялся с фабрикой и жил семейным делом. После женитьбы супруга помогала мистеру Стюарту улучшать как фабрику, так и внешний вид горожан. Она привнесла в современную моду интересные решения, поэтому сомнений быть не может. В ее руках фабрика будет жить. В свою очередь мы выражаем глубочайшее сожаление миссис Стюарт. Почему-то после прочтения этой заметки Винсу стало очень страшно. У него теперь испуг и боязнь темноты. Ну конечно, он же в темноте здесь находится, на этой фабрике. Ну что ж, из этой заметки мы теперь знаем, что Элиза Стюарт, та самая девочка из пансиона леди Агнесы, потеряла своего мужа, и произошло это в 1908 году. Слушай, а вот Винс, когда находился в городской библиотеке в Винденбурге, он же там прочел тоже газету, и в газете стояла дата 1899 год. Именно тогда Элиза Стюарт вышла замуж. Да. Вот за владельца швейной фабрики Логана Стюарта, а в 1908 году она его потеряла. То есть даже 10 лет они в браке не прожили. 9 лет, получается, они были семьей, и вот случилась такая трагедия. Ну, наверное, надеюсь, Винс у нас будет узнавать в дальнейшем, что же за трагедия произошла с мужем Элизы. Вот, давай посмотрим. Тревожные новости, тоже заметка 1908 года. «Мадам де Валуа, пишу вам в Париж с тревожными новостями, разбившими мне сердце. Мой муж и ваш верный друг Логан внезапно скончался. Я знаю, в это сложно поверить. В моей душе словно наступила промозглая осень. Уверена, вы ощутите то же самое, прочитав это письмо. Мы с Годвином остались одни. В 3 года лишиться отца». Что теперь будет с нами? Что будет с фабрикой? Муж никогда не допустил бы, чтобы она закрыла свои двери. Я тоже не могу допустить подобного, поэтому пишу вам, чтобы сообщить, что беру управление фабрикой в свои руки. Ох, не знаю, что из этого выйдет. Логан обладал природной энергией и никогда не сидел на месте. Заниматься швейным делом ему было только в радость. Как легко у него это получалось. Выкроив свободные дни, обязательно приезжайте. Я буду вас ждать. С печалью и любовью, вечно ваша Элиза Стюарт. Ну вот, собственно, в 1908 году Элиза и подтвердила в своем письме некой мадам де Валуа, которая живет в Париже, что она действительно берет управление фабрикой в свои руки. Так, ну давай осматриваться. Винс так бегает, потому что ему очень страшно. А вот посмотри, висит портрет. Это как раз-таки Элиза Стюарт. Но... Это она? Да, это нарисованный портрет. Такая взрослая. Ну вот интересно, в каком году он был написан. Ну, она уже здесь уже такая статная. Ну, видимо, да, она здесь уже прям повзрослевшая, да, такая. Ну, а вообще хочется сказать, что интересно, кто здесь сейчас бывает в фабрике, потому что, когда мы зашли, мы видели вот этот вот телескоп, что там какие-то Стол штуки, робототехника, да. этюдник и Мольберт. вот кто-то все равно же тут
промышляет какими-то делишками. Может быть, какая-нибудь творческая личность, которая нашла вот эту вот фабрику. Посмотри-ка, Винс примерил наряд с манекена. А Винс любит такие штуки. Ну, кстати, да, ему нравится Он даже такое. стал, смотри, счастлив сразу. Винсу, кстати, очень даже идет такой стиль. Ну что, у нас здесь находится еще одна заметка. Письмо мадам де Валуа. Это уже 1914 год. Посмотри, с момента тех тревожных новостей прошло, получается, 6 лет. Давай прочтем, что здесь написано. Это мадам де Валуа ответила спустя 6 лет на письмо Элизы, видимо. Мадам де Валуа, ваши прелестные ткани настолько легки в выкройке и замечательно носятся. Прошу, дорогая, пришлите мне еще. Ажур 6 метров, атлас не меньше 20 метров, помпадур 17 метров, бархат 9 метров, вельвет 15 метров. А еще понадобится ваш превосходный буклированный шелк 20 метров для нарядных бальных платьев. Адрес вы знаете. Жду вас также в гости в Эвергрин-Харбор. Наша фабрика расширилась, вам будет любопытно взглянуть на верхний этаж. Раньше мы с Логаном мечтали о большом-большом здании, но теперь, когда его нет, я с таким зданием не управлюсь. 2 этажей достаточно. Всегда ваша Элиза Стюарт. Ну как мы видим, это все-таки не ответ мадам де Валуа. Да, спустя это тоже 6 лет, письмо это все-таки Элизы. письмо Элизы, да, и она приглашает мадам де Валуа в гости. Не только в гости, еще требует от нее материалов. Ну да, заказывает у нее ткани для платьев каких-то, и в том числе бальных. И она говорит, что появился у фабрики 2-й этаж. Ну, давай тогда сходим и на 2-й этаж тоже с Винсом и посмотрим, что же здесь у нас есть. А тут, вон, смотри, тоже фотография какая-то есть. Да, здесь есть фотография. Это Элиза и глава города Эвергрин-Харбор. Это уже 1947 год. Ну, Элиза здесь уже прям такая пожилая. Ну, я бы не сказал, что она здесь прям уж супер какая-то пожилая. Глава Эвергрин-Харбор уж явно постарше. Да. Так что на его контрасте она выглядит вполне себе такой... Какие-то награды здесь, видишь, висят. Дипломы, а вот благодарности. еще. А вот здесь вот она уже явно... Это 1924 Подожди, год. а тот год какой? 47-й. Как так? Она выглядит в 24 году старше, чем спустя 20 лет? Почему? Но если внимательно так близко посмотреть... Еще ближе. Ну, не знаю. Хорошо, наверное, она сохранилась. Так, вот еще портрет висит. Это у нас получается Годвин Стюарт. Это вот он. Это она писала как раз в письме, да, мадам де Валуа, это сын ее. Да. Сын ее и ее мужа Логана Стюарта, владельца швейной фабрики. Ну, вот тоже же вырос. Благодарность Элизе Стюарт, 1947 год. Настоящим глава округа и градоначальник Эвергрин-Харбор мистер Гринберг выражает огромнейшую благодарность достопочтенной Элизе Стюарт за вклад в развитие города и швейное дело. С большими ожиданиями надеемся, что любимая всеми фабрика будет и дальше процветать, а вы, милейшая Элиза, радовать взор горожан новыми изысканными нарядами. За долгие годы вы сделали невозможное, одели всех жителей Эвергрин-Харбор и близлежащих городов. Швеи фабрики лучшие во всем округе, а ваши таланты непревзойденны. С благодарностью, градоначальник Оливер Гринберг. Между прочим, потомки этого Оливера Гринберга, главы города, тоже Гринберги до сих пор живут в Эвергрин-Харбор. И до сих пор носят наряды от Элизы. Ну, будем надеяться, что все-таки... Обзавелись новыми какими-то элементами гардероба? Ну, может быть. Так, давай посмотрим, что у нас здесь стоит на полках. А вот это что за коробочка какая-то интересная? Это что такое? Это какие-то украшения, видишь? А вот шкатулочка. Шкатулочка пустая. Ну, как досадно. А эта шкатулочка? А тут что? О! Выкройка выходного платья. Еще какая-то инструкция. Это мы уже прочитали. Тогда ладно. И фотографии здесь есть. Давай-ка посмотрим фотографии старые. Вот эту фотографию мы видели на 1-м этаже. Вот, посмотри, сколько здесь стоит мотков ниток. И какой тут порядок, главное, потому что сейчас мы пришли, тут полный хаос. О, это Элиза Стюарт со своим супругом. А это швеи. Вот
как шел процесс создания платьев на фабрике. Что ж, процесс был не механизированный, а вот все ручной работы. Да, мы все шили руками, да. Это сама Элиза Стюарт, уже какое-то время, видимо, прошло. И что хочется сказать, она не отрывалась от народа, от рабочего коллектива и сама принимала участие в работе. Надеюсь, что это не было постановочной фотографией, а что она действительно иногда занималась и такими делами. А это вот уже фотография с градоначальником. Да, ну вот, видишь по этой фотографии, да, здесь вот уже здесь видно, она уже что действительно взрослая. Да, на тех фотографиях она была как-то вот ракурс, что ли, был такой поудачней, а тут уже, да, взрослая. Ой, а вот здесь она, да, со своей фотографией стоит. И здесь она тоже уже взрослой выглядит. Видны какие-то такие изменения в ее судьбе, как она из такой вот светской барышни в такую статную уже. А ты представляешь, какой она девочкой была? Вот вспоминаем, да, вот эти вот дневники Элизы Стюарт. Точнее, тогда она была Элиза Уизерби. И хотелось бы сказать, что она... И это ведь та самая девочка. И хотелось бы сказать, да, что у нее была какая-то такая яркая жизнь, но иногда краски были очень черными и темными. Ты таким загробным голосом это говоришь. Вот такие вот философские минутки. Между прочим, эта фотография датирована 1960 годом. Ну что, давай тогда осматриваться дальше. Что здесь Винс еще сможет найти? Ну, я думаю, тут есть еще чем поживиться. Вон тетради, вот мы можем прочитать, смотри-ка. Вот. Письмо Элизы Стюарт сыну Годвину Стюарту, 1961 год. Мой свет безоблачного неба, пишу с надеждой вернуть тебя в Эвергрин-Харбор. Дни мои сочтены. Я слышу поступь смерти и уже готова составить ей компанию. Но не могу принять руку костлявой, пока не увижу тебя в последний раз и не услышу, что ты готов взять нашу фабрику под свое управление. Прежде чем принимать решение, ты должен кое-что знать. Я хранила эту тайну много лет, но унести ее в могилу не могу. Это было бы нечестно по отношению к тебе. Прости, что делаю это только сейчас. Возможно, узнав мою тайну, ты поймешь, чем вызваны постоянные перемены во мне. Хотела бы я открыться тебе лично, но сделать это на бумаге вдвойне легче. Ты лишился отца по моей вине. Да, сынок, именно я виновна в его безвременной кончине. Ты не знаешь всей истории, что приключилось со мной в детстве, когда я обучалась в девичьем пансионе, но эта история настолько глубоко укоренилась внутри меня, что ее не вырвать даже железными клещами. Пребывание в пансионе оставило свой чудовищный след, который убил часть моей души, а ее место заняла совершенно иная, черная сущность. Она постоянно требовала от меня чего-то страшного, о чем я не могу написать. Она пробуждалась ночами и нашептывала мне дикие вещи, и в один момент я поддалась. Черная сущность нашла мое уязвимое место, и тогда твой отец погиб. Зная это, тебе будет сложно простить меня, я понимаю. Но все же прошу твоего прощения перед собственной кончиной. Дома я оставила дневник, в котором рассказала все, что так долго поедало меня изнутри. Я всегда любила тебя, сынок, даже несмотря на то, что черная сущность шептала мне на ухо. Возвращайся как можно скорее, твоя любящая мама. О, ну как-то очень серьезно разворачиваются события, такие откровения Лизы. Ну, видимо, она посчитала, что пришло время рассказать какую-то свою историю сыну, чтобы он вернулся в Эвергрин-Харбор, взял фабрику себе, потому что, видимо, да, она действительно чувствовала уже приближение смерти и решила открыть какую-то свою тайну, надеюсь, которую мы все-таки узнаем. Ну, не какую-то, тут уже из ее письма понятно, что произошло что-то очень нехорошее. Теперь только бы подробности выяснить, что же произошло. Зато Винс у нас счастливый. Его уже ничего не страшит. После ты того, помнишь, как в подвале, в доме? Да, в подвале Леди Агнессы, он же тоже был такой счастливый, очень уютный. Очень уютно, да, комфортно, да. Винс у нас любит какие-то такие нестандартные условия своего пребывания, где бы то ни было. Коробочка. И вот в коробке находится дневник Элизы Уизерби, еще одна часть 7. Мы, кстати, уже закончили читать дневники, которые Винс находил в доме. Но здесь находится 7 часть. Возможно, дневника. это одна из последних частей.
Посмотри-ка, он не может достать. Дневник Элизы Уизерби, часть 7. Случившееся навсегда отпечаталось во мне, умертвив частичку души, и мне давно следовало вылить свои чувства на бумагу. Кто знает, возможно, через много лет я вернусь в тот страшный дом, а может, это сделают мои потомки, и тогда монстр, живущий в его темных коридорах, будет обречен. 1908 год. Как бы я ни пыталась, я никак не могла заставить себя забыть события лета 1890 года. Прошло уже почти 20 лет, я уже взрослая замужняя женщина и мать, но каждую ночь прошлое возвращается и утягивает меня в пучину ужаса, а чудовищные голоса перешептываются в моей голове. В последнее время это повторяется все чаще и чаще. Не задумываясь, я даже написала на странице свою девичью фамилию, как в тех первых дневниках. Я вскочила среди ночи. Логан спал, не ведая, что происходит. Ведомые какой-то чужой могучей силой, ноги понесли меня вперед, к швейной фабрике. Тут никого не было. Но нитки, иглы и ткани были разбросаны, словно ждали, когда я приду поздней ночью и займу их работой. Я не осознавала, что делаю. Руки сами схватились за нитки и стали шить. Они выкладывали отрезки ткани в определенном порядке, сгибали края, чертили швы, превращая клочки в рукава, пришивали пуговицы, подшивали подол. И вот платье было готово. Меня пробрала дрожь. Это было самое страшное и невыносимо жуткое платье, какое я когда-либо создавала. От него веяло могильным холодом и ночными кошмарами. Зловещее, устрашающее платье. Черная сущность, живущая во мне, вдруг захотела его примерить. А когда я взглянула на себя в зеркало, то чуть не лишилась чувств. Мне нечем было дышать. Платье будто крепко меня схватило, прильнув к телу, сжав мои руки, талию, шею. Я сбросила это чудовище с себя и в одной сорочке побежала домой. Но всю дорогу я думала о том, что, надев платье, я вдруг ощутила непреодолимое, кошмарное желание крови. Ну и как тебе описанные события? Мне кажется, очень даже жутко. Мне тоже кажется, что они очень жуткие, вот с этим платьем. Представляешь, такое какое-то наваждение такое страшное, твои руки начинают творить что-то, и потом это что-то влияет на твое сознание и захватывает его, и ты творишь что-то невообразимое. Да. Ты проникся этой историей и представил, как это могло бы быть. Да, согласен. Воображение сразу подключается к этой истории. Да, начинаешь примерять на себя эту историю. Не то чтобы, конечно, платье, но историю эту совершенно точно начинаешь переносить на себя. Но, тем не менее, она сказала, что... Ой, Винс у нас спускается где-то. Тем не менее, она сказала в письме сыну, что оставила еще свои какие-то записки для него в доме. В своем. Теперь Винсу надо бы еще вообще отыскать, где она жила в Эвергрин-Харбор. И как мы это будем делать? Ну, кстати, пока мы здесь осматривали телескоп и мольберт и стол робототехника, мы почему-то не заметили вот эту книгу. Дневник Агаты Стюарт. Давай-ка посмотрим, что это за дневник и кто такая Агата Стюарт. И Винс решил сесть почитать дневник на заднем дворе фабрики. Итак, дневник Агаты Стюарт. Это здание давно хотят снести, но как только сюда заявляются рабочие с криками и ломами, я забираюсь внутрь и вою в громкоговоритель, как привидение, сошедшее с ума. Я не отдам эту фабрику без боя. Пусть меня считают чудачкой. Как говорил чеширский кот, я не сумасшедший, просто моя реальность отличается от твоей. Давным-давно эта фабрика принадлежала моей семье, и я прихожу сюда поразмышлять. А еще поконструировать механизмы. Для этого я оборудовала здесь специальное местечко. Иногда я рисую или смотрю на звезды, но это при условии, что небо не затянуто промышленным смогом. Как же интересно порой пройтись по фабричным коридорам, смахнуть пыль со старых фотографий и почитать записи о выкройке платьев начала 20 века.
Жители сторонятся фабрики и даже не смотрят в ее сторону, поэтому если вдруг по счастливой случайности тут окажется такой же безумец, как и я, и прочтет мои записи, я хотела бы сказать: дождись меня, давай творить безумство вместе. Ага, ну вот Винс ее дождется, а потом она завоет как привидение. Громко говорите. Да, и что тогда с Винсом произойдет? Хотя он, конечно, у нас парень уже закаленный и столкнулся и не с тем, как минимум... Да, видел и не такое. Да, как минимум темперанция его как часто частенечко навещала, да, и фокусы свои выкидывала, поэтому таким его не проймешь. Винс продолжает кашлять, но все-таки, да, это действительно потомок Элизы Стюарт. Вот, но Винсу в любом случае надо с ней встретиться. Может быть, она тоже расскажет какую-то историю о своей бабушке, прабабушке, прапрапрабабушке. Но, учитывая то, что она пишет о том, чтобы Винс ее дождался, предлагаю сидеть здесь на лавочке и ждать. Закончив осматривать фабрику, Винс погрузился в раздумья о том, что делать дальше. Возможно, следовало остаться и дождаться ту самую Агату Стюарт, чьи записи он тут прочел. Судя по всему, она была потомком Элизы, сбежавшей из пансиона леди Агнессы. Но вдруг он заметил дворника, подметавшего улицу у дверей фабрики. Винс поздоровался с ним и спросил, давно ли фабрика заброшена и не знакома ли ему некая Агата Стюарт. Дворник ответил, что фабрика простаивает уже много лет. Раньше, когда он был молод, ею управляла семья Стюарт. Однако в 80-х в Эвергрин-Харбор стали стекаться заграничные товары, и фабрика в конечном итоге не выдержала давления и закрылась. Власти давно хотят снести это старое здание, но девушка, которая периодически сюда приходит, не дает им этого сделать. Кажется, у нее не все дома. Но к нему она добра и всегда угощает конфетами. Кстати, живет она здесь, в Эвергрин-Харбор, но чуть повыше по улице, в районе рудников и каменоломни. Дворник сказал, что Винс сразу заметит ее дом. Пройти мимо него невозможно. Дом такой же чудаковатый, как и она сама. Винс отправился на поиски Агаты Стюарт, потомка той девочки, что в 19 веке стала свидетелем страшных событий, случившихся в пансионе леди Агнессы, но сумела выбраться оттуда живой. Странный дом Агаты Стюарт находился в таком же удивительном и даже необычном месте. Дорога тут была выложена плиткой, которая создавала круги и разные замысловатые узоры. Вокруг устроились неприметные домики современной постройки. На их фоне дом Агаты напоминал кляксу на картине или какой-то чужеродный предмет, внезапно возникший посреди городского пейзажа. А дальше по дороге располагались природные источники и залежи руды. Винс постучал в дверь. Хозяйка оказалась не менее странной. И теперь Винс понял слова дворника, который сказал, что Агата довольно-таки своеобразна и в некоторой степени даже эксцентрична. Винс не знал, с чего начать разговор. Он не имел ни малейшего представления, что искал и в чем ему могла бы помочь эта девушка. Поэтому он с порога выложил Агате всю свою историю. О том, что он купил старый заброшенный пансион, в котором начал ремонт. О том, что в этом пансионе он отыскал дневники ученицы Элизы Уизерби, и на их страницах были изложены совершенно невероятные события. О том, что хозяйка пансиона оказалась чудовищем, и теперь она охотится на него. Возможно, она, Агата, по расчетам Винса, является родственницей той девочки. Агата выслушала Винса, и на лице ее на секунду мелькнул испуг. Она любезно пригласила Винса в дом, чтобы поговорить в тишине и без посторонних ушей. Внутри дом оказался не менее своеобразен. Тут было множество каких-то механизмов, рычагов и промышленных труб. Агата попросила простить ее за внешний вид и испачканное лицо. Дело в том, что она занималась созданием ботов-помощников на столе робототехника доктора Ф. И один из механизмов внезапно вспыхнул. В гостиной на стенах висело множество вышивок, а на столах стояли корзины с пряжей и располагались швейные принадлежности. Агата сказала, что это дело рук ее прапрабабушки, той самой Элизы Стюарт, урожденной Уизерби. Она владела швейной фабрикой здесь, в Эвергрин-Харбор, но сейчас эта фабрика заброшена.
Однако вышивки – это наследие, оставшееся от прапрабабушки Агате и всем будущим потомкам. Рука не поднялась избавиться от этого чуда. Как точно прапрабабушка подбирала цвета, создавая эти чудесные работы. Она обладала поистине природным талантом к швейному делу. У Агаты никогда не получалось ничего подобного. Она умеет только конструировать модели роботов и создавать механизмы. Ее самая большая мечта – создать человекоподобного робота-помощника, который стал бы незаменимым компаньоном человека. Самую большую ценность в доме представляла стена воспоминаний, как назвала ее Агата. Здесь было множество старинных фотографий всей семьи Стюарт, начиная от Элизы и ее мужа Логана и заканчивая самой Агатой. Она рассказала Винсу, что после Элизы швейная фабрика перешла в руки сына Годвина. Судя по запискам и дневникам, что читала Агата, прапрабабушка всегда пеклась о фабрике, как о собственном ребенке. Годвин Стюарт, в свою очередь, передал фабрику своим детям, Эдуарду и Лолетте Стюарт. И вот в 60-х швейная фабрика обрела второе дыхание и заслуженный успех. Но, как известно, с успехом появляются и недоброжелатели. Лолетта Стюарт, кому Агата фактически приходилась внучатой племянницей, руководила всем швейным цехом, но в 1970 году внезапно скончалась от отравления ядом. А дедушка Агаты, Эдуард Стюарт, не смог вытянуть фабрику на своих плечах, поэтому в 80-х та закрылась. А теперь глава Evergreen Harbor планирует и вовсе снести здание, навсегда вычеркнув фабрику из истории города. Но Агата не позволит этого сделать. Прапрабабушка жила этой фабрикой, но мыслями всегда возвращалась к пансиону, где с ней случилось нечто жуткое. Об этом Агата прочитала в ее дневнике. Она отвела Винса в кабинет, достала с книжной полки старый запылившийся дневник Элизы Стюарт и оставила Винса наедине с ломкими страницами. Винс погрузился в чтение. Мемуары Элизы Стюарт. Мое детство прошло безрадостно. Лишившись родителей в юном возрасте, я попала в приют, а оттуда в 1890 году меня отправили на обучение в пансион, чтобы в будущем я стала гувернанткой. Вместе с другими девочками мы стали замечать чудовищные вещи, которые там происходили, пока не поняли, что хозяйка, леди Агнесса, проводила жуткие ритуалы. Она обращалась к темным силам, которые продлевали ее жизнь, но взамен требовали жизни других. Именно поэтому все мои подруги погибли. Можно ли сказать, что они действительно погибли? Я не знаю, потому что после смерти они возвращались в пансион, чтобы служить чудовищу. Каким-то образом леди Агнесса воздействовала на всех нас. Однажды я ощутила, будто в меня забралось нечто черное, и оно говорило в моей голове голосом леди Агнессы. Я смогла перебороть себя и убежать из пансиона, но его частичка навсегда осталась во мне, и порой она требовала невозможного. Я помнила, как я бросилась вниз с утеса, как вода заливалась мне в горло, как меня подхватили чьи-то руки и дали мне кров, как следующие годы прошли в приюте Evergreen Harbor. В себя я пришла лишь в конце 1800-х годов, когда устроилась работать учителем в маленькой школе в районе Рудников. Но такое чувство, что окончательно я так и не пробудилась. Та черная часть моей души требовала, чтобы я вернулась в Глиммербрук, настаивала на том, чтобы я принесла в пансион леди Агнессы тела своих воспитанников. Когда я вспоминаю события тех лет, и паника стальной рукой сжимает мне горло, я снова превращаюсь в ту маленькую девочку, что по злому уроку судьбы очутилась в страшном месте и не могла перебороть страх, чтобы сделать шаг. В школе я познакомилась с Логаном Стюартом, известным предпринимателем города, который занимался пошивом формы для учеников. После всего, что со мной произошло, я с опаской относилась к любого рода отношениям, побаивалась и сторонилась людей. Однако Логану доверилась. Мы были счастливы почти 10 лет, пока черная сущность во мне вновь не пробудилась. Наверное, отдавшись счастью, я стала наиболее уязвимой, и тогда демон завладел мною полностью. Перед глазами до сих пор проносятся обрывки воспоминаний. Черное устрашающее платье, непонимание на лице Логана, сменяющееся ужасом, его руки, отталкивающие меня, мои руки, блестящие от крови, солоноватый привкус его крови на моих губах. Это был 1908 год. Год слез, печали и освобождения. После похорон Логана я углубилась в исследования о природе демонов и узнала, что есть предметы, которые способны, если не убить, то изгнать чертовщину в преисподнюю. Тогда же в наш город приехал продавец редкостей различных стран. В его ассортименте были реликвии из Аль-Симары, Шанг-Симлы, Сальвадорады и даже бесценные редкости Мунвуд-Мил, которыми пользовались люди-волки. Была среди них и та, что могла выступить оружием против демона.
Я не знала точно, сработает ли она, но все-таки приобрела реликвию, отдав большую часть выручки фабрике. И тогда, оставив сына со своими швеями, на которых могла положиться, я отправилась в Глиммербрук. Снова. Тут как будто ничего не изменилось. Время в Глиммербруке словно замерло навсегда. Те же хвойные леса, тот же ручей, разрезающий город, тот же утес с водопадом. И, конечно, он, тот самый пансион. Я видела в газетах заметки о том, что пансион набирал новых учениц и не могла допустить, чтобы те повторили судьбу своих предшественниц. Какая резкая, щемящая боль пронзила мое сердце, когда я очутилась в классе для занятий, увидела стол, за которым сидела. Воспоминания лавиной рухнули на меня, подкосив ноги, но сверху раздались шаги. Я стала подниматься на чердак, к той самой комнате наказаний, в которой однажды пряталось чудовище, а мое сердце гулко стучало в груди. Наконец я встретила ее. Этого монстра, погубившего множество жизней, погубившего мою жизнь. С усмешкой она произнесла, якобы знала, что я вернусь. Меня охватила такая необузданная злость, такая дикая ярость заволокла глаза, что дальнейшие события просто-напросто выпали из памяти. Помню только, как мы схлестнулись под темным небом. Между нами была реликвия, поглощавшая демоническую сущность. Она даровала мне безмерную силу, которой я целиком и полностью отдалась. И эта сила заставила леди Агнессу испытать мучения. Я не могу с уверенностью сказать, что чудовище было уничтожено. Возможно, я просто навсегда запечатала его в этом страшном доме. А утром я заплатила местным работягам, чтобы они заколотили двери и окна. И больше никто не смог сюда зайти. Никогда. Мое душевное состояние было совершенно разбитым, но перед отъездом из Глиммербрука я посетила кладбище и принесла цветы своим давним подругам. Я верю, что рано или поздно они будут отомщены. Что стало с той реликвией, мне неизвестно. Но я читала, что она такая не одна, есть еще, другие. В своих исследованиях я углубилась в давнишнюю историю и обнаружила местонахождение таких реликвий. Одна из них расположена... Ну вот, на самом интересном месте. Да, дневник закончился, но значит, где-то должно быть все-таки продолжение. Может быть, тогда Винсу попросить Агату что-нибудь поискать дома? Может, что-нибудь найти интересненькое? Какие-нибудь может, еще записи, да, в ее прапрабабушке. И наверняка там может быть ответ на все наши вопросы и о том, как изгнать. Может быть, леди Агнессу-то в конце концов. Да, может быть. Ну, и сейчас мы переключились на Агату. Потому что нам бы поискать эти записки. Ну, и раз уж мы настолько углубились в историю той девочки с пансиона, мы хотим посмотреть ее генеалогическое древо и показать его вам, сравнить его с фотографиями. Но, к сожалению, да, такая проблема в Sims существует. К сожалению, такое генеалогическое древо в Sims работает очень даже нестабильно. И вот, например, у Агаты некоторые почившие родственники, они почему-то здесь отображены как будто живые, а на самом-то деле они, вот написано, померли, смерть в пожаре, бабушка, смерть от старости у дедушки Эдуарда. Во-первых, не померли, а покинули нас. Ну, покинули, а да. Во-вторых, живые они, потому что они живы в нашем сердце. Ну, и в сердце Агаты. Да. Ну давай посмотрим, посмотри-ка, вот Элиза Стюарт, ее получается, это был ее дедушка, прадедушка, да, действительно прапрабабушка Элиза Стюарт и ее супруг Логан Стюарт. Слушай, вот насколько хочется сказать, уже прошло сколько поколений, а история все продолжается, длится и длится. Ну это действительно так. И вот давай смотреть дальше. У Элизы и Логана родился сын Годвин, кому она писала письмо, которое Винс прочитал на фабрике. Ну и вот эти записки, мемуары Элизы Стюарт. Он сейчас тоже читал, это для него предназначались. И Годвин нашел даму сердца в лице... Смотри, он умер от чрезмерного усердия. У него была супруга... В лице Люси. Люси Стюарт. У них родился сын. У них родилось двое детей. Посмотри-ка, сын Эдуард Стюарт и дочь Лолета Стюарт. Она умерла от отравления ядом. Как раз Агата рассказала об этом Винсу. Смотрим дальше. Эдуард Стюарт
Он умер от старости, он до того, как умереть, женился на Кассандре Стюарт. Слушай, а кто-нибудь от старости пара нормальная просто прожила нормальную жизнь, и что-то обязательно с кем-то происходит. Ну, вот, посмотри-ка. От чрезмерного усердия, от пожара, от отравления ядом. А где вот счастливый конец для любящих друг друга людей? Чтобы они уснули в одной постели и не проснулись, но вместе. Вот у Эдуарда и Кассандры родился ребенок Оскар Стюарт. Вот опять! Да что же это такое? Он является как раз отцом Агаты, и вот мать ее, Демельза Стюарт, они вместе умерли от электрического тока. Беру слова назад. Они вместе... Ну, раз уж мы переключились на Агату, мы хотели еще кое-что сказать. У Агаты есть одно тайное место, которое она частенько посещает. Ну, и поскольку она любит робототехнику, о чем она сама Винсу сообщила, она хочет создать человекоподобного робота. А Винсу у нас тоже, кстати, этот навык-то развивается. Винсу обязательно нужно развить этот навык, потому что подключить электричество в доме можно только с развитием этого навыка. Вот. Было бы хорошо это сделать. И давай все-таки создадим специальный клуб у нас для Винса и Агаты. Боже, что происходит? Она его пытается успокоить. Мне кажется, они нашли друг друга. Наконец-то она его успокоила. Ну, если посмотреть, например, ее черты характера, она такой же параноик, как и Винс. Слушай, ну тогда давай действительно создадим клуб, где они бы могли успокаивать друг друга и создавать роботов. Ему не помешала бы совершенно точно такая компаньонка для занятия робототехникой. Да, я тоже считаю, что Винсу все-таки надо не одному заниматься робототехникой, вместе будет веселее. Вот, действие создавать роботов. И создаем этот клуб. А тайное место Агаты мы сейчас обязательно вам покажем. Ну что, будем отправляться туда? Да, как вы думаете, делайте ставки, дорогие друзья, какое же может быть тайное место у Агаты, у такой неординарной девушки? А вот и тайное место Агаты Стюарт. Это кладбище. Да, это кладбище. Но, кстати, это не простое кладбище. А золотое. Именно здесь находятся старые фамильные склепы, где захоронены все родственники Агаты из ее династии Стюартов. Так, давай посмотрим. На фотки посмотрели, теперь и на склепы можно. Ну давай посмотрим. Вот они, кстати, стоят, эти самые склепы. Винс вместе с Агатой приехали на это кладбище. Ну что, кстати, можно сделать вывод, что фабрика приносила им неплохой доход, раз они позволили себе такие склепы. Ну, давай начнем тогда прям с самых первых предков Агаты Стюарт. Это ее прапрабабушка Элиза Стюарт, всем нам известная Элиза, и ее супруг Логан Стюарт. Вот здесь стоят их урны. Кстати, здесь написано на урне: Элиза Стюарт, урожденная Уизерби, родилась она в 1879 году, а умерла в 1961. И Логан Стюарт, он родился в 1877, а ушел из жизни в 1908. Ушел таким молодым. Далее, здесь находятся также урны сына Элизы и Логана. Это Годвин Стюарт и его супруга Люси Стюарт. 1905-1976. У Годвина. И у Люси Стюарт 906 и 1978. Ну, более-менее неплохие у них, кстати, жизнь по годам, так если смотреть. Ой, вот и их дети. А вот моя любимая Лолета. Она родилась в 1929 году, а ушла в 1970. Ну, как и говорила как раз Агата, она же рассказывала, что в конце 60-х или в 60-х годах фабрика наконец-то начала приносить приличный доход, и у нее прям второе дыхание открылось. Но и появились в связи с этим недоброжелатели. И Лолета Стюарт, которая руководила всем швейным цехом, вот таким образом ушла из жизни. Ну, видимо, решили просто избавиться от какого-то от конкурентки, да. А это Эдуард Стюарт. Он родился в 1930-м и ушел в 1995-м. И его супруга, в 84-м она. Как все по-разному умерла. Кассандра свою жизнь. Такие разные даты. Интересно, как вот у людей совпадала их жизнь, а как не совпадала. А вот посмотри, это уже современные
предки. Но это уже родители Агаты. Точнее, это современные уже потомки Элизы Стюарт. И родители, да, Ну, Агаты и ее Стюарт. предки. Оскар Стюарт, он родился в 66-м, и в 2009 году вместе со своей супругой они одновременно, видишь, ушли. Агата приходит, конечно, на это кладбище, посещает склепы своих родных, может быть, она даже здесь медитирует, Да, прекрасное место помедитировать, да. созидает. Ей нравятся истории, конечно, нравится. Но еще она здесь занимается некоторыми делами, потому что здесь, внизу, расположена Кафе. очень интересная такая вот зона. Зона творчества Посмотри-ка, и здесь, досуга. да, Агата оборудовала себе тоже местечко для занятий робототехникой. Именно сюда она сейчас с Винсом и пойдет. Друзья, не кажется ли вам это безумием каким-то? Конечно, это безумно. Покажи-ка этот стол, покажи-ка мне его. Там туфельки лежат. Конечно. Туфельки всякие. Здесь вот даже есть фортепиано, и да, гитара, и... инструменты для занятия творчеством. И это интересное место Агата показала Винсу, и теперь он тоже стал заниматься здесь вместе с ней робототехникой. Мы на него переключились уже. А что кстати. удивительного? Он же любит всякие такие местечки, а для него они уютные. Да, для него они уютны. Если бы здесь еще находилась крысья нора, для него бы это Ой, было так бы вообще это же вообще счастье. он бы тут и поселился и забыл бы про И свой постоянно этот бы особняк. ходил ее сюда проведать. Ну что ж, пока они будут у нас заниматься робототехникой, вот прям до победного пусть Винс стоит здесь и изучает этот навык робототехники, потому что его обязательно нужно ему развить до 10 уровня. А в компании так все веселей. Конечно. Ну а на этом, дорогие друзья, мы будем прощаться. Спасибо, что посмотрели эту серию, и мы надеемся, что рано или поздно Винс разберется с тем, как ему поступить с леди Агнесой. Изгнать ее из дома или подружиться с ней. Да, ему нужно еще узнать способ, как все-таки от нее можно избавиться, потому что вот в своих исследованиях Элиза Стюарт, она написала, что с помощью какой-то реликвии она смогла ее на время, ну скажем так, утихомирить. Запечатать в доме. И запечатать в доме, да. Но она в своих исследованиях узнала, что существует много таких реликвий. И, может быть, Агата поможет Винсу отыскать еще какие-нибудь записки Элизы Стюарт. И там будет как раз содержаться ответ, где же все-таки Винсу искать эту реликвию. Но на самом деле мы знаем, где она. Она же в Сильвадораде. Зачем? Зачем ты раскрываешь все потому карты? что это правила челленджа такие, что ему в Сильвадораду нужно поехать и в храме найти сокровища. Забыли. И предвкушаем следующую серию. И думаем, куда же поедет дальше Винс, и что же там его будет ждать. Ну что ж, друзья, спасибо еще раз вам, что посмотрели это видео, и до скорых видео. Всем пока. Пока.